В этом видео я расскажу вам про топ-3 корейских фильмов с хорошим рейтингом, в которых заядлые игроки в компьютерные игры попадают в крайне сложные ситуации, где все по-настоящему и действовать приходится не персонажами игр, а самостоятельно и в реальном мире. А перед началом прошу вас подписаться на канал, тут будет много обзоров интересных фильмов и сериалов. Сериал «Милый дом». Этот корейский сериал от Netflix снят по мотивам популярного комикса и ляжет на золотую полку у тех, кто обожает сюжеты про апокалипсис, тотальное изменение мира и приспособление людей к новой реальности, где необходимо выжить и не сойти с ума. Сериал начинается с того, что главный герой – школьник и заядлый игрок в компьютерные игры. Он потерял все, что у него было раньше, и был вынужден переехать в дешевый и мрачный многоквартирный комплекс в черте города под названием «Зеленый дом». Из-за глубокой депрессии и безвыходности он принимает решение покончить с этой жизнью, но ему помешала непонятная и очень необычная эпидемия, которая превращает людей в разных страшных монстров. Они постоянно ищут новых жертв по всей стране и хотят уничтожить все живое и разумное по всей земле. Жилой комплекс, где живет главный герой, оказался удачным образом заперт и стал крепостью для оставшихся в живых жильцов. Совершенно разные персонажи, несмотря на разногласия, вынуждены объединиться и постараться выжить в этом аду на земле. Правительство страны объявило чрезвычайное положение, но оно не в силах на что-то повлиять, так как масштабы апокалипсиса колоссальные и не поддаются какому-либо воздействию и контролю. Позже выясняется, что люди превращаются в монстров, согласно их порокам при жизни. Например, те, кто любил чрезмерное обжорство, превращаются в огромных жирных чудовищ, которые хотят только жрать и поглощать. Многие зрители критикуют недостаточно качественную графику в сериале, но на мой взгляд Netflix, который мог бы позволить сделать графику высочайшего уровня, сделал это намеренно, дабы показать видение главного героя, который был фанатом компьютерных игр, где именно такая графика и используется. Тем не менее, ценным в этом сериале не визуал, а сценарий, актерская игра и режиссерская подача, которые отодвигают графику на третий план. То, как ведут себя персонажи, очень ценная и полезная информация, ведь любой человек в таких обстоятельствах покажет свое истинное лицо, и все маски слетают. Также этот корейский сериал заставляет задуматься о своих личных качествах и пороках, которые люди тщательно скрывают в повседневной жизни и строят из себя приличных людей, а на деле являются монстрами, которые эгоистично хотят получить желаемое любой ценой. Посмотрите этот корейский сериал и напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подставной город. Главный герой этого полнометражного фильма днями напролет играет в компьютерные игры и почти забыл о существовании реального мира. Раньше он был чемпионом Кореи по тэквондо, но был исключен из команды и стал ленивым и пассивным геймером, без цели в жизни. В компьютерной игре у него есть своя верная и сильная команда, а он там крутой капитан. Квон Ю и его команда миссия за миссией успешно побеждают сложных противников и выполняют тяжелые задания. Но в один день в реальном мире он находит чужой мобильник, и ему звонят с просьбой привести его хозяину телефона. С большим нежеланием, но за большую оплату, Квон Ю соглашается привезти телефон по указанному адресу. Вскоре выясняется, что хозяйка телефона была жестоко убита, и все улики указывают на то, что Квон Ю и был тем самым убийцей. Его в итоге сажают в тюрьму к жестоким заключенным. Они каждый день пытаются его убить, но главный герой дает отпор благодаря своим бойцовским навыкам. Его адвокат приносит ему печальные новости о том, что он остался совсем один, и ему предстоит провести остаток дней за решеткой среди отпетых головорезов. Но как вы, наверное, поняли, главный герой фильма «Подставной город» не согласен с таким раскладом и решает сбежать, чтобы восстановить свое доброе имя и найти истинных убийц. Фильм «Подставной город» — это качественный проект с хорошими актерами и отличной режиссурой. Тем, кому нравятся фильмы тюремной тематики и активного экшена, этот фильм однозначно зайдет. Выжить. Главный герой корейского фильма «Выжить» О Джон Ву является геймером, бездельником и играет в компьютерные игры круглые сутки. Он ленив и не торопится что-либо менять в своей жизни. Как обычно, он садится за свой компьютер, чтобы поиграть в очередную игрушку, и внезапно узнает, что на Сеул обрушилась пандемия, которая косит людей наповал, превращая их в кровожадных зомби. Зараза распространяется повсюду сверхбыстро и уже добралась вплотную до его квартиры.
Парень забаррикадировался и отчаянно пытается понять, как ему выжить в этом зомби-апокалипсисе. Еда и вода заканчиваются быстро, и решение надо принимать как можно скорее. Вскоре с ним на контакт выходит девушка, которая живет в доме напротив, и вместе они начинают выживать и помогать друг другу. Хоть фильм и снят всего лишь в одной локации, но он снят качественно и динамично. Практически каждую минуту что-то происходит, и это заставляет смотреть фильм с интересом. А на этом у меня все. Оцените это видео и напишите в комментариях, какой из этих фильмов вы уже успели посмотреть.